Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 8 по 14 июня. Давайте посмотрим, что же ожидает вас в этот отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут? Недельный таро-прогноз. Начинаем с понедельника и заканчивая воскресеньем. Достаем, соответственно, из каждой колоды по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительные. Смотрим, какие у вас комбинации карт выпадут, соответственно, на каждый день недели. Напоминаю, что дни недели могут смещаться несколько, потому что, Козероги, вы все разные. Несмотря на общность знака, у вас могут быть свои отличия. Поэтому помним об этом. Даже Козероги, которые родились вот в декабре, они отличаются уже от январских. Январские от 1 до 10 января отличаются от тех, которые с 10 до 20 чисел января родились. То есть на самом деле очень большое количество, может быть, вариантов у этих людей знака Козерог, но мы постараемся посмотреть наиболее вероятный вариант развития событий. Давайте посмотрим, что же у нас получится. Вы в комментариях можете написать, насколько видео вам подошло, а также подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Итак, давайте посмотрим, что происходит у Козерогов. Козероги. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, карта тройка жезлов. Желание идти к своей цели, идти к вершине, которую вы себе придумали. Это по тройке жезлов желание добиваться больших результатов, каких-то стремлений, которые у вас есть. Вот он смотрит в будущее здесь, смотрит вдаль. Он или она, не знаю, но человек смотрит куда-то вперед, туда, к солнцу, к своим мечтам, к исполнению своих мечтаний и планов. Но не просто в мысленном, да, каком-то контексте, а он что-то уже сделал. То есть уже вот эти вот жезлы, которые здесь есть, они уже дают свои росточки. То есть вы видите уже какие-то первые результаты, вы сделали первые шаги, вы получили первые результаты, вы двигаетесь дальше к своей цели и благодаря своим трудам это достигаете, делаете. Может быть, вы стремитесь к материальному благополучию или какому-то карьерному росту, или вот исполнению вашей цели, ваших мечтаний. Вот к чему-то вот что-то вам хочется, вы к этому выстроили какую-то стратегию, вы к этому идете, собственно, да, у вас есть взгляд в будущее, как это будет происходить. Вы себе это уже продумали, придумали. Она смотрит куда-то вдаль на корабли, которые там идут. Может быть, она ждет, что этот корабль к ней должен приплыть. То есть она ждет получения своего результата, соответственно. Но не пассивно, а что-то для этого делает, активно прикладывает усилия, не просто стоит и ждет. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь есть у Козерогов, почему выпала тройка жезлов, тут же тройка мечей и дальше пятерка кубков. То есть здесь может быть как желание в перспективе получить тот результат, который вам хочется, но здесь что-то не совсем складывается, как вам хочется. И по тройке мечей это разбивает вам сердце. Может быть какой-то конфликт с окружающими, когда вас не поддерживают в каком-то вашем деле важном, не дают должного внимания или поддержки, морально не поддерживают, или что-то вот как будто разрушают ваши мечты, разрушают ваши планы и тем самым разбивают ваше сердце, или какой-то конфликт возникает, который отдаляет вас от достижения вашей цели. Какие-то неприятности происходят, которые здесь мешают вашей работе, мешают вашему прогрессу. Дальше идет пятерка кубков, и она о разочаровании в том, что вот что-то не получается по пятерке кубков. Это может касаться каких-то проблемных моментов там, в вашей семье, в ваших отношениях в доме, да, когда вы не знаете, как от этой проблемы уйти, потому что она происходит непосредственно там, под одной крышей с кем-то. Может быть, здесь вы разочарованы, потому что вот эти кубки здесь перевернулись, да, вы на них большие надежды возлагали, а они перевернулись, не получилось что-то.
что-то, это разбило вам сердце, и вы уже не обращаете внимания на те возможности, которые у вас есть за вашей спиной, которые еще имеются, которые стоят не перевернутые. Вы смотрите с печалью в то, что не получилось, не удалось. То есть вас прям это сильно может как-то задеть, и по 5 кубков вот этот провал может сильно в делах, там, в ваших планах сильно почему-то на вас негативно вот так вот отразиться. Ну, давайте посмотрим дальше. Карта Короля Мечей. Здесь карта воздушного знака. Речь может идти про воздушный знак зодиака и общение с таким человеком. Это Весы, Близнецы или Водолеи. Может быть, какие-то конфликтные ситуации с таким человеком. И также в целом здесь может быть еще и какая-то по Королю Мечей ситуация. Сейчас, простите, у меня просто на экране как-то яркость упала. Вроде бы все нормально, вроде бы записывается. Ну, записываем дальше. По 5 кубков вместе с Королем Мечей здесь, возможно, разочарование, что вам приходится в чем-то брать на себя больше ответственности, или вы чересчур контролируете, наоборот, какую-то ситуацию или отношения в паре, в семье, допустим. Это кому-то не нравится, вызывает разногласия и конфликты. Тоже такой вариант. Дальше идет туз Пентаклей. Карта показывает такую монетку Пентакли. Дальше по принцессе Пентакли она тоже здесь повторяется. То есть она показывает нам какие-то хорошие возможности, финансовые возможности, которые у вас могут быть, может быть, получение денег и ощущение независимости и удачи, которая на вашей стороне, какой-то баланс и гармония, которая, соответственно, у вас здесь имеются с этой умеренностью, и чувство, что вот в чем-то везет, и это приносит вам ощущение благополучия и равновесия душевного. Принцесса Пентаклей тоже, по сути, как возможность получить какой-то хороший, выгодный шанс или выгодную возможность, которой вы не применете воспользоваться. Также здесь может речь идти про общение с каким-нибудь человеком тоже земного знака. Это может быть Девы, Тельцы или Козероги, кстати, по принцессе Пентакли, может быть, младше вас, потому что очень молодая энергия, молодой паж. Причем 7 жезлов тут же она добавляет к умеренности, которая была ранее, какой-то попытки сохранять баланс и гармонию. Она сидит здесь в позе лотоса, в такой сфере, пытаясь отгородить себя от внешних вот этих жезлов, которые ей как-то могут мешать, то есть недоброжелателей, каких-то врагов, которые могут пытаться ставить палки в колеса, критиковать или какие-то проблемы создают. И здесь вы стараетесь отвлечься от этих вот каких-то недоброжелателей, соответственно, оградить себя, сохранять спокойствие, умеренность и опять-таки внутренний баланс и гармонию, и заниматься тем, что для вас важно по пажу Пентаклей, на что вы настроены, над чем вы усердно работаете, и что вы готовы и дальше делать, и над чем решительно трудиться. Карта Звезда — это желание идти к своей цели тоже. У вас есть цель. Как мы говорили в начале, есть какие-то ваши планы, которые вы хотите воплотить в жизни. И по карте Звезда, ну, вы как бы надеетесь, что вам это удастся, соответственно, получить. Давайте посмотрим. Карта Звезда. Карта Звезда у Козерогов вместе с 6 мечей. Надежда, что получится что-то изменить в лучшую сторону. Надежда поехать куда-то. Надежда здесь какой-то хороший шанс использовать, чтобы он удачным был, соответственно. Здесь вы можете что-то узнавать, какую-то информацию, что-то о чем-то читать, да, о вас интересующем, что дает вам надежду или что вдохновляет вас, соответственно, по этой карте. Но тут же Луна в субботу показывает сомнения и страхи, которые появляются. Может быть, они были и раньше, но в субботу они как будто гиперболизированы и усилены. И по 5 Пентаклей страх за финансовую составляющую, за деньги, страх что-то потерять, страх столкнуться с неприятностями из-за какого-то обмана или чего-то непредвиденного, что вы не можете предугадать. Может быть, просто в чем-то не везет, и это может касаться денег тоже. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, боязнь, что вас кто-то может в конце концов просто обманывать даже, или неуверенность в себе, неуверенность, а смогу ли я заработать такую-то сумму, а смогу ли я добиться этого результата или получить эту должность. И почему это в субботу, в выходной день происходит, не знаю, но во всяком случае вот эта карта здесь имеется. Кстати, Луна, карта рыб, могут быть переживания или печали за человека знака рыб, какие-то вопросы материальные с этим человеком связаны, тоже могут иметь здесь вес. Дальше 10 кубков, карта семьи, каких-то вопросов, которые решаются касаемо семьи по 10 кубков, но также и в целом 10 кубков — это
Счастье семейное, но здесь вместе с картой смерть, либо человек знака Скорпион здесь важен, это кто-то из ваших родственников, какие-то вопросы, касающиеся этого знака Скорпиона, либо по карте смерть нужно что-то поменять, изменить и трансформировать касаемо вашей семьи, то есть поменять отношение к семейному счастью. Или здесь по карте смерть вы от чего-то отказываетесь, но этим самым делаете себя более, что ли, спокойными, уравновешенными. Это дает вам чувство спокойствия душевного. Когда что-то поменяли в своих планах, отказались, возможно, от чего-то в пользу карта смерть другого начала или других мечтаний, которые можно реализовать, потому что, допустим, то, что вы раньше планировали, не сработало, не получилось, и нужно от этого плана уйти и по-другому что-то построить, другой план. То есть ваш план предыдущий, он как будто бы неудачный получился, он вас опечалил, разбивает вам сердце, что что-то не получается, но вы, тем не менее, не опуская руки, да, решаете, что несмотря на это разочарование, нужно просто что-то поменять в своих целях или поменять стратегию, поменять отношение к чему-то. И вот таким вот образом по карте смерть, да, меняя что-то в себе, сохраняете там свою семью или свои отношения, или дарите себе душевное спокойствие вот этим решением. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для Козерогов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.